Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний Таро-прогноз, который вы сейчас увидите, это расклад на первую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что ожидает вас с 1 по 15 августа, какие карты вам сегодня выпадут и что же у вас произойдет. Напомню, что вы можете оставить комментарий, оставить отзыв под этим видео, можете переслать это видео тому Козерогу, которому считаете этот расклад подходит. В принципе, любая ваша активность будет мне приятна, поэтому пишите, не стесняйтесь, оставляйте отзывы, подписывайтесь, кто еще не подписан. Я буду знать, что я не зря это видео записала, что оно вам действительно интересно. Итак, давайте посмотрим. Первая карта, которая здесь у вас выпадает, это девятка кубков. Хорошая карта, это карта праздника такого, да, это карта роскоши, это карта, которая говорит по девятке кубков о том, что у вас, может быть, исполняется какое-то желание, и вы чувствуете изобилие, потому что вы получаете то, что вы хотели в вашей жизни, появляется ощущение довольства собой, ситуацией, в которой вы находитесь, как будто бы у вас более чем достаточно всего, что вам бы хотелось здесь. Замечательно. Дальше есть шестерка кубков, и эта карта, она обычно ассоциируется с семьей, с уютом семейным, а также с ассоциацией о чем-то из прошлого, ностальгия о прошлом. Может быть, какие-то, знаете, здесь ситуации будут касаться юбилеев или праздников, на которые вас приглашают, где будут застолья, пиршества, какие-то такие вот вещи. И по шестерке кубков у вас будет хороший шанс встретиться с людьми, которых вы давно, допустим, не видели, снова с ними пообщаться. Или, может быть, у вас будет чувство довольства собой, что к вам, не знаю, кто-то напишет или позвонит из вашего прошлого, или вы встретитесь с друзьями или близкими из прошлого, или будет ощущение благополучия даже, да, какого-то праздника такого в душе, потому что что-то хорошее там у ваших детей здесь происходит, или внуков, или у вас пополнение в семье ожидается, да, вот какие-то по шестерке кубков, как ощущение, что вот дает, это добавляет уют в вашей душе и в вашем доме, вот эти события, которые здесь, соответственно, происходят. И следующая карта, которая здесь есть у вас, это туз мечей, это карта достаточно решительная, когда вы готовы действовать смело, решительно, когда вы готовы прояснить в чем-то какую-то ситуацию или увидеть новую перспективу. Идея, которая к вам приходит, возникает вдруг внезапно, как гром среди ясного неба, да, появляется. И при этом карта звезда, карта надежды и планов. То есть вдохновляющее нечто, что у вас здесь происходит, решительность, с которой вы готовы действовать, чтобы реализовывать ваши цели. Опять-таки это делает вас счастливее или касается вашего дома, вашей семьи, детей, внуков, да, вот чего-то в таком духе. Но у вас большие надежды и планы на это, и вы готовы действовать очень и очень решительно здесь по тузу мечей, то есть решать любые проблемы, которые здесь у вас, соответственно, возникают. Возможно, вы готовы себя освободить от чего-то, касающегося прошлого, и опять-таки это делает вас счастливее тогда, потому что вы как будто эмоционально исцеляетесь. Ну, в любом случае, хорошая карта. Тут же дальше есть девятка жезлов, карта раненого воина она называется, и тут же карта мир. Многие из вас, возможно, несли на себе или несут значительно тяжелое бремя какой-то работы или задач, которые вы выполняете. Очень много ответственности, возможно, по девятке жезлов. Для вас такая ноша тяжелая, но при этом вы все равно стараетесь довести начатое до конца. Может быть, хочется сбросить какое-то тяжелое бремя с себя, но в любом случае здесь вот по карте мир, как вам хочется от этого освободиться. Но можно также сказать, что вы доводите какую-то начатую работу до конца и чувствуете себя свободным, триумфатором, таким победителем, потому что успешно завершили какой-то жизненный цикл важный, приложили для этого усилия, и по карте мир чувствуете себя человеком, который достиг этого важного результата и получает признание от окружающих своих вот этих заслуг, то есть вами восхищаются, окружающие говорят вам, что вы молодцы, что вы добились этого результата, соответственно, может быть, какого-то в широком понимании, да, люди, которые далеко от вас узнали о каких-то ваших достижениях, или вы просто завершили какой-то этап в вашей жизни, соответственно, он подходит к концу, и поэтому по 21 аркану это последняя финализирующая такая карта, 21 аркан последний в старших арканах,
И, соответственно, поэтому вы можете здесь чувствовать, опять-таки, чувство такого триумфа, что вы переходите к новой главе вашей жизни. Тут же у вас есть королева жезлов и четверка жезлов. Они так в одном едином, скажем, настроении созданы. И королева жезлов, огненная стихия, возможно, говорит про общение с огненным знаком зодиака. Козероги — это львы, овны или стрельцы. Но и опять-таки, если мы говорим о четверке жезлов, то шестерка и кубков, она в тандеме касается, может, каких-то празднований, дней рождения, вот каких-то юбилеев, где вас приглашают. Может быть, это человек огненного знака. Но вот в любом случае четверка жезлов, она показывает здесь такое ощущение единения в вашем социуме, в вашей семье. Это приносит вам радость, может быть, дает ощущение прочности этих человеческих связей, в которых вы находитесь. Возможно, дает вам чувство безопасности и ощущение радости от того, что вы находитесь в таком кругу, соответственно, близких вам людей. Да, и общение, возможно, с такой вот магнетичной, очень дерзкой, целеустремленной, активной, огненной королевой жезлов, которая здесь у вас также есть. А может быть, и вы проявляете здесь такую энергию в виде творчества, пламенной, такой магнетичной, харизматичной энергии там в каких-то ваших делах. Поэтому королева жезлов. Но в любом случае, хоть эта карта и не вашей стихии, она может говорить о вас, а может говорить про другого человека, с которым вы здесь общаетесь. Следующая карта, давайте посмотрим. Здесь у вас есть еще один король жезлов. Смотрите, еще один огненный. Это лев, овен, стрелец. Возможно, все-таки акцент здесь на том, что вы какое-то общение имеете именно с огненным знаком зодиака. Да, лев, овен, стрелец. Кстати, мужчина, женщина. Здесь уже и король, и королева выпала. Хотя для общего расклада это в целом не имеет такого значения существенного, да, касаемо именно пола. Так, семерка жезлов, карта преодоления каких-то препятствий, понимание, что если возникают какие-то сложности, вы готовы по тузу мечей решать определенные проблемы. По семерке жезлов вы готовы здесь проявлять мужественность, стойкость в каких-то делах для того, чтобы, опять-таки, справиться с какими-то важными для вас вопросами, если возникают трудности. Потому что вы знаете, для чего вы это делаете, для кого вы так стараетесь, может быть, для вашей семьи или для вашего семейного счастья. То есть карта в любом случае здесь вряд ли говорит о каких-то прям конфликтах как таковых, но она говорит о том, что вы очень настроены решительно, что вас не пугает любого рода какая-то трудность. Следующая у вас есть здесь карта колесо фортуны и карта принцесса мечей. И, в принципе, здесь есть такая ваша убежденность в хорошем результате, в хорошем стечении обстоятельств или в успехе, который на вашей стороне. И также принцесса мечей — это карта такой, знаете, во-первых, воздушного знака. Может быть, воздушный знак, огненные воздушные знаки здесь есть в вашем окружении. Может быть, такой человек есть. Либо по принцессе мечей это попытка разобраться в каких-то вопросах о том, как добиться результата или ваших мечтаний, ваших целей, как получить желаемое. По пажу мечей это человек, который изучает какие-то вопросы, пытается в них разобраться, как следователь, такой как сыщик. Да? То есть вы здесь можете находиться в состоянии такого анализа ситуации, попытки собрать о чем-то информацию. Может быть, вы здесь занимаетесь каким-то исследованием или кто-то это за вас делает, но в любом случае вы стараетесь здесь замечать детали и держать глаза открытыми, чтобы не пропустить каких-то моментов, может быть, чтобы вас никто не обманул или чтобы не было у кого-то там скрытых мотивов каких-то, которые всплывут наружу. Но в любом случае колесо фортуны здесь говорит о том, что вы здесь очень четко, ясно видите ситуацию и уверены в успехе. Да, колесо фортуны, вы уверены в хорошем стечении обстоятельств для вас. Поэтому, я думаю, переживать не стоит. Тут же у вас есть карта влюбленная, есть карта солнца, то есть прояснение каких-то вопросов в паре, в парных отношениях, которые у вас могут быть, и ощущение счастья, радости от того союза, в котором вы находитесь. И здесь же карта принцессы Пентаклей с четверкой кубков. В целом какой-то шанс, который вам дается. Вы можете немножечко сомневаться, действительно ли это то, что вам нужно, но тут призыв выбрать то, что сделает вас счастливее, что даст вам больше энергии, что, возможно, будет делать вас более позитивными здесь. То есть вам нужно
сделать выбор, который заставит чувствовать вас себя живыми, обогретыми этим солнышком, когда вы будете понимать, что ваши интересы достигаются, да, этим выбором, соответственно. То есть вы как будто бы должны сделать выбор, который будет соответствовать вашим ценностям. И здесь все будет очень ясно, очень прозрачно, и вам будет этот выбор, скорее всего, достаточно легко сделать. И особенно, опять-таки, с тузом мечей все будет настолько ясно и понятно вам, как гром среди ясного неба. Да, эта идея будет хорошо, достаточно ощутимо осязаться здесь, и вы будете открыты каким-то новым возможностям по пажу пентаклей и по четверке кубков. И вам нужно оставаться, собственно, реалистом, вам нужно сосредоточиться на каких-то ощутимых шагах реальных, которые стоят перед вами, которые вам нужно сделать, вернее. И у вас есть очень большой потенциал здесь для того, чтобы, используя какую-то хорошую возможность, к хорошему результату прийти. Ну, то есть здесь очень хорошее какое-то практическое начало, которое может иметь место быть. Поэтому не пропустите, пожалуйста, этого пажа пентаклей, которое вам здесь дается в начале августа. Итак, дорогие мои, на этом я сегодняшний таро-прогноз для козерогов завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.